Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Сегодня по просьбе моей подписчицы Татьяны Волковой приготовим французский торт Сент-Оноре. Рецепт этого вкуснейшего легендарного десерта известен еще с 19 века и назван торт в честь святого Оноре, который и по сей день считается во Франции покровителем пекарей и кондитеров. Существует много вариантов приготовления этого роскошного торта. Основу для него готовят как из песочного, так и из слоеного теста. Сегодня я покажу вам свой вариант торта Сент-Оноре. Для его приготовления нам понадобится для основы 1 упаковка слоеного теста, для заварного теста по 60 мл воды и молока, 65 граммов муки, 2-3 яйца, 50 граммов сливочного масла, по щепотке соли и сахара. Для штройзеля по 50 граммов ореховой муки, пшеничной муки, сливочного масла и сахара. Для заварного кофейного крема 350 мл молока, 80 граммов сахара, 4 желтка, 2 чайные ложки растворимого кофе, 40 граммов сливочного масла, 30 граммов кукурузного крахмала, ванильный экстракт. И для сливочного крема 500 граммов жирных сливок. Для начала приготовим заварной кофейный крем. Устанавливаем на плиту 2 небольших сотейника. В один выливаем молоко и добавляем ванильный экстракт. Вместо экстракта можно взять ванилин, ванильный сахар или стручок натуральной ванили. Перемешиваем и даем молоку закипеть. В другой выкладываем желтки, высыпаем сахар и хорошо перетираем. В полученную смесь высыпаем крахмал и вымешиваем до однородного состояния. Тем временем молоко начинает закипать. Высыпаем в него кофе и размешиваем до полного его растворения. Выливаем в яичную смесь примерно 1/3 кипящего молока, интенсивно перемешиваем и затем добавляем остальное молоко. Включаем газ и завариваем крем в течение нескольких минут, пока масса загустеет. Вот до такого состояния. Выключаем плиту. Добавляем в крем сливочное масло и тщательно перемешиваем до состояния крема. Вот такой заварной кофейный крем у нас получился. Перекладываем его в отдельную посуду, накрываем пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом в контакт, чтобы не образовалась пленочка или конденсат. Убираем крем в холодильник до полного охлаждения. Далее приготовим штройзель, или как его еще называют, кракелин, для заварных пирожных шу. Берем чашу, высыпаем в нее муку, ореховую муку, у меня миндальная, сахар и все хорошо перемешиваем. В качестве ореховой муки можно использовать любые измельченные на кофемолке орехи. В полученную смесь добавляем сливочное масло и перетираем до однородного состояния. В конце замеса собираем руками все тесто в шар. Должно получиться песочное тесто. Долго его не замешивайте, иначе потеряется рассыпчатая структура. Выкладываем готовое тесто между 2 листами пергаментной бумаги и раскатываем до толщины 1,5–2 мм. Вот такое тонкое. Перекладываем на любую ровную поверхность и отправляем в морозильную камеру, чтобы оно полностью замерзло. А пока крем охлаждается, а кракелин замораживается, приготовим основу для нашего торта. Присыпаем рабочую поверхность мукой, берем упаковку размороженного слоеного бездрожжевого теста, у меня в упаковке 3 листа. Присыпаем их мукой и все 3 листа вместе раскатываем в пласт толщиной 5 мм. Вырезаем из этого теста круг диаметром 26 см. Остатки теста уберите в морозильник, в этом рецепте они нам не понадобятся. Чтобы у коржа при выпечке получилась ровная поверхность, его можно очень часто наколоть вилкой, но я покажу вам другой способ. Перекладываем подготовленное тесто на противень, выстеленный пергаментной бумагой, накрываем другим пергаментным листом и сверху кладем еще один не очень тяжелый противень. Отправляем полученную конструкцию в заранее разогретую духовку, температура в которой 180 градусов, и выпекаем корж в течение 30 минут. Вы будете приятно удивлены, увидев, насколько сильное тесто и как легко оно поднимает противень. Спустя 30 минут достаем готовый слоеный корж из духовки. Вот такой золотистый корж с ровной поверхностью у нас получился.
А пока основа для торта остывает, приготовим заварное тесто для пирожных шу. Ставим кастрюлю на огонь, выливаем в нее молоко, воду, высыпаем соль с сахаром и выкладываем сливочное масло. Все перемешиваем и доводим смесь до кипения. Как только смесь закипит, высыпаем в нее просеянную муку, выключаем огонь и завариваем тесто, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Как только тесто начнет отставать от стенок посуды и собираться в один комок, вновь включаем под кастрюлей газ и завариваем на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая тесто. Снимаем кастрюлю с плиты и охлаждаем его до температуры 70 градусов. Я это делаю миксером на самой низкой скорости. Потрогайте кастрюлю. Если рука терпит, можно добавлять по 1 яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу. Тесто не надо взбивать, его достаточно только перемешать. По консистенции оно должно быть ни густым, ни жидким. 2 яиц мне оказалось недостаточно, поэтому я добавлю белок еще 1 яйца, желток от которого мы использовали в заварном креме. В итоге у меня ушло 2,5 яйца. Рекомендую взять или 2 очень крупных, или 3 небольших яйца. Вот такое заварное тесто должно у вас получиться. Правильно приготовленное, оно вязкое и стекает треугольником. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром не более 1 сантиметра. Если нет такой насадки, просто отрежьте кончик кондитерского мешка. Выкладываем подготовленное заварное тесто на противень, выстеленный пергаментной бумагой, силиконовым или, как в моем случае, тефлоновым ковриком. Отсаживаем тесто маленькими шариками диаметром не более 3 сантиметров на значительном друг от друга расстоянии, так как при выпечке пирожные в несколько раз увеличатся в объеме. Теперь достаем из морозилки полностью замерзший кракелин. Снимаем верхний лист пергамента и быстро, пока он не растаял, вырезаем кружочки такого же диаметра и накрываем ими заварное тесто. Кракелин или штройзель применяется как сладкое хрустящее украшение для изделий заварного теста. В классическом рецепте торт Сент-Оноре готовят с карамелью, но я вместо карамели использую кракелин. Отправляем противень в заранее разогретую духовку, температура в которой 180 градусов, и выпекаем пирожные до темно-золотистого цвета в течение 30 минут. Как видите, из этого небольшого количества продуктов получается 30 штук пирожных, из которых 10-12 пойдут на торт, а остальные будут приятным дополнением к вашему десерту. Заварные шарики полностью готовы, достаем их из духовки. А пока они остывают, приготовим крем из взбитых сливок. Я буду использовать сливки для взбивания шантипак. Они уже сладкие, поэтому сахар я не добавляю. Перед взбиванием я убрала сливки в морозильную камеру. Выливаем их в чашу миксера и взбиваем сначала на средних оборотах, а затем на максимальных до пышного устойчивого крема. Если вы будете использовать обычные сливки 33% жирности, то на 500 мл очень холодных сливок добавьте 200 граммов сахарной пудры. Наш крем из взбитых сливок готов. Он очень плотный и прекрасно держит форму. Заварные шарики полностью остыли. Очень острым ножом срезаем с них крышечки и пока отставляем в сторону. Достаем из холодильника заварной кофейный крем и тщательно перемешиваем его венчиком до однородной кремообразной массы. Перекладываем заварной крем в кондитерский мешок с зубчатой насадкой. А в другой кондитерский мешок с фигурной насадкой выкладываем крем из взбитых сливок. Для торта я отложила 12 самых маленьких заварных шариков. Их будем наполнять в первую очередь. Сначала кофейным кремом, а затем взбитыми сливками. Сверху накрываем хрустящими крышечками и пока отставляем в сторону. Теперь займемся непосредственно тортом. Блюдо, на котором будем подавать торт, слегка смазываем взбитыми сливками, чтобы торт не съезжал, и выкладываем основу из слоеного теста. На корж по спирали наносим кофейный крем, начиная от центра, не доходя до края примерно 3 см.
Края торта оформляем взбитыми сливками. А затем этим же кремом заполняем всю поверхность торта. Аккуратно устанавливаем готовые пирожные на торт. По желанию можете украсить этот десерт шоколадной стружкой, зернами кофе в шоколаде или карамельными нитями. А уже оставшимся кремом заполняйте все остальные пирожные. Наш торт Сент-Оноре полностью готов. Подавать его следует как можно скорее, так как и заварное, и слоеное тесто имеет способность размокать. До подачи рекомендую торт убрать в холодильник. Если вы до сих пор не решались приготовить выпечку из заварного теста, то я уверена, что, следуя моим пошаговым рецептам, у вас обязательно все получится. Я приглашаю всех на чашечку ароматного кофе и желаю приятного аппетита. Если вам понравился этот торт, ставьте пальчик вверх. Поделитесь рецептом с друзьями и напишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных тортов и десертов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.